Як приємно бачити Сашка в касці. Навіть якщо наушники не одягає. Я думаю, тут кусочок закрутиться, попробувати цей рез до кінця. Що, таки будете різати? Так і то да. Привет, друзья! Сегодня очень интересная задача. Мы будем срезать вот это пузо, о котором мы говорили в прошлых видео. Чем она интересная? А мы ее будем не просто нарезать на сечку и сбивать, как это все делают. Мы будем делать по-своему, по методу IDT. Друзья, нам надо дорезать эту часть подпорной стены. Но вот это нас интересует сегодня, потому что мы не можем резать штробы, пока мы не выровняем эту плоскость. У нас, как всегда, есть два варианта. Либо сделать как все, либо сделать так, как мы делаем. А мы делаем хорошо. Поэтому берем 20-ю стенорезку, берем планет за подлицо, берем 1200 диск и огонь. Полетели! Друзья, замкнутый круг. Получается, для того, чтобы дорезать эту подпорную стену фундамент, надо убрать пузо. Для того, чтобы убрать пузо, надо как-то переставить рельс. Для того, чтобы переставить рельс, надо там выдолбить чуть-чуть. И все это для того, чтобы получить на выходе вот то, что мы имеем вот там чуть дальше. Усиление стены и более-менее ровную геометрию. Ну, в общем, да. Размер стробы поменялся с 90 на 1,10 м. Хотя визуально мы этого размера не видим, особенно после того, как монолит заливает. Остается тут 90. А 20 сантиметров ниже будущей этой отмостки или плиты. Не знаю, что это. 4,40 на 0,8, 3,5 квадрата дополнительной резки. Но резка интересная, еще раз говорю, потому что рельс установить нормально не можем, пока не почистим край. Только после этого можем прорезать это пузо, и только после этого можем дорезать эти наплывы, которые в земле. Только после этого можем вырезать штробы. И только после этого зальют усиление, и все будет хорошо, стенка не упадет. Вот размер пуза. И это здесь. 17-18 сантиметров. Здесь уже будет 22. В этом месте 25. В этом месте 40. А в этом 70. Какая общая длина, Сань? 38 метрів і 20 сантиметрів, то принципіально. Друзья, что мы хотим вам показать этим видео? Мы хотим показать, что работа по резке бетона, она всегда комплексная. Она не однотипная. Нельзя просто приехать, вырезать там одну штробу и уехать на такой задаче. Здесь и резка стен, и резка штроб, штробы вертикальные, штробы горизонтальные, и бурение отверстий под коммуникацию. И бурение отверстий под коммуникацию 500 диаметром. В общем, не бывает простой однотипной работы. Может, она бывает, но не у нас.
этим не нравится, что вы пишете в комментарии под нашими видео, что кроме нас такие объемы работ быстро не выполнит никто. Это и правда, и неправда одновременно. Ну, потому что у нас тоже есть конкуренты, наверное, которые, наверное, тоже работают хорошо и быстро. Я в этом не сомневаюсь. Просто мы не пересекаемся. Парни говорят, если что, мы здесь на месте. Друзья, мы завтра заканчиваем этот объект. Сегодня перемеряем все объемы, дорезаем последние метры по штробам, по фундаменту, по стене, по пузам, по всему. И послезавтра нас уже здесь не будет. Но мы будем на другом объекте, обязательно снимем для вас другие, не менее интересные видео. Если вам нравится то, что вы видите, подпишитесь на наш канал, включите колокольчик, поставьте лайк. Благодарю за просмотр. Пока.